Всем привет! Сегодня в равной схватке сойдутся две величайшие платформы. Это Яндекс.Дзен и YouTube. Я буду оценивать эти платформы по 6 самым главным критериям. Ну а если вы хотите узнать все фишечки, которые вам помогут продвигать ваше дело, я их ищу для себя и для вас каждый день и выкладываю их у себя на канале, поэтому обязательно подписывайтесь на канал и поехали. За каждый критерий площадки будет присуждаться балл или не присуждаться. И первый критерий, по которому я буду оценивать, это смерть контента. Ни для кого не секрет, что один из фактов о YouTube – это то, что ролик, загруженный даже 6 лет назад, при его актуальности может выстрелить даже спустя такой большой промежуток времени. А следовательно, при наборе просмотров мы получим свои денежки. В то время как статьи на Дзене, скорее всего, если ты перестанешь вести канал, они просто умрут. Да, твое творчество просто улетит в трубу, как бы ты ни старался. Понятное дело, что если ты оставишь большой канал, который уже развился и на нем там тысячи статей, то какие-то статьи будут продолжать жить. Но дело в том, что мы берем средний канал. Ну, допустим, если мы даже сравним средний канал на YouTube и средний канал на Дзене, то, скорее всего, на Дзене канал, к сожалению, умрет. А вот на YouTube он даже будет, возможно, процветать и, скорее всего, даже наберет новых подписчиков. Здесь у нас YouTube вырывается вперед и зарабатывает 1 балл. Следующий критерий, по которому я буду оценивать эти замечательные площадки, это продвижение. При одинаковой работе, при двух одинаковых каналах, допустим, YouTube и Дзен, обе площадки будут продвигать и тот, и другой канал. Вот в продвижении им, конечно, равных нет. Хотя, конечно, мы не говорим о том времени, если вы вдруг что-то взбрело в голову и вы забросили один из каналов. И тут, конечно же, обе площадки зарабатывают по 1 баллу. Следующий критерий очень важный – это размер аудитории. Размер аудитории влияет на перспективность каналов, влияет на их дальнейшее развитие и, конечно же, на их потенциал. На каждой площадке есть аудитория, и она довольно обширная. Однако у YouTube есть возможность привлекать зарубежную аудиторию. Она очень ценная. Причем это можно делать даже просто за счет обычных субтитров, которые может на свой канал загрузить абсолютно каждый из нас. Также есть возможности для создания контента на YouTube, допустим, такого контента, который не требует перевода. Например, это какие-то ролики, где понятно все по языку жестов, какие-то релаксирующие музыкальные каналы. В общем, сами понимаете, тут тоже можно что-то придумать и направить свой канал на зарубежную публику, что приносит намного больше доход. Там доход буквально в 5 раз больше, чем на нашем рынке. Нужно сказать, что у Яндекс.Дзена тоже очень большая аудитория, однако численность ее в разы меньше, чем у YouTube. А учитывая ее возраст, через лет 30 она вымрет. Да простит меня аудитория Дзена. Итак, по критерию аудитории, конечно же, у нас балл уходит YouTube, и таким образом счет становится 1-3. Итак, 4-й критерий – это доход и в чем он исчисляется. Здесь вы можете меня поправить. Сейчас я объясню свою мысль, но я в ней не очень уверена. За последние лет 20 рубль, только дорожает, и все мы это видим прекрасно, он не растет и расти не собирается. Следовательно, зарплата в рублях ни в какой отрасли не является достаточно выгодной. И на YouTube есть возможность получать зарплату именно в долларах, а вот на Дзене там рубли, к сожалению. И, кстати, даже в Яндекс.Толоке тоже, казалось бы, зарплата в долларах. Но, товарищи, там такие копейки, что можно сказать, что это зарплата в рублях. И вот в чем я, собственно, сомневаюсь. Пожалуйста, подскажите мне. Я видела несколько ютуберов, у которых почему-то в аналитике показывается доход в рублях. Причем
У меня лично он был в долларах и никогда в рубли не переконвертировался. Я не понимаю, от чего это зависит, почему у некоторых в личном кабинете это доллары, у некоторых рубли. Расскажите, пожалуйста, если вы знаете. Кстати, очень интересный вопрос. Поскольку рубль все время у нас дешевеет, то, конечно, этот вопрос очень важен, и важно получать зарплату именно в долларах. Итак, по критерию доходов я отдаю балл YouTube. И таким образом у нас становится уже счет 1-4. Интересно, вырвется ли Дзен вперед? Но у него еще есть шансы, ведь у нас осталось целых 2 критерия. 5-й пункт обязательно, очень важно рассмотреть, это автономность, возможность пассивного дохода без каких-либо ваших действий. При этом не нужно это путать с первым критерием о смерти контента, да, то есть здесь на одной чаше это смерть контента, то есть это ваши вкладываемые силы. Те силы, которые вы потратили, творчество, да, вы создали что-то, и оно умирает. И это оставляет какой-то осадок, да, осадок, что вы зря работали. Это вот первый критерий об этом. А 5-й же критерий об автономности, именно возможности получать доход со своего творчества. Ну, тут все быстро, вы, наверное, уже поняли, поскольку контент и ваше творчество не умирает на YouTube, следовательно, и перспектив у YouTube больше даже в автономном режиме. Учитывая актуальность вашего контента, то есть если вы выпускаете новости, то, естественно, эта тема немножечко подзатухнет, да, и этот канал немножечко подзатухнет, если не выпускать нечто новое, постоянно не быть в тренде. Но если вы, допустим, пишете о каких-то вечных вещах более-менее, да, допустим, это обзоры животных разных, это какие-то travel-блоги, то, конечно же, в этом случае это всегда будет актуально, и ваш канал будут находить те, кто на данный момент этой темой интересуется. А такие будут возникать всегда. Зацените мою футболочку. Мне очень нравится. У меня просто в игре ник Скарлетт, поэтому вот у меня, видите, какая футболочка, я специально такую купила. Вот. Таким образом, за автономность и перспективу у нас 1 балл отходит YouTube. И счет у нас уже 1-5, но тем не менее остался еще один критерий, который очень важен, и включила я его сюда именно из-за Яндекс.Дзена. Мне очень хотелось это включить, потому что я считаю, что это очень важный критерий, о котором необходимо сказать. Итак, официальное трудоустройство. YouTube не предлагает нам официального трудоустройства, но у Дзена такая возможность есть. Яндекс.Дзен устраивает нас официально на работу, следовательно, мы можем брать какие-то там справочки НДФЛ, все такое, в общем-то, отчислять налоги в пенсионный фонд. А если мы берем какие-то справочки, да, то мы можем уже получать какие-то дополнительные пособия. То есть в этом плане Дзен, конечно, нас поддерживает. И это ему плюс и 1 балл. Таким образом, со счетом 2-5 побеждает YouTube, вырывается вперед и оглушительно кладет на лопатки Яндекс.Дзен. Друзья мои, если я вдруг что-то упустила, что-то, на ваш взгляд, очень важное, по которому нужно было присудить балл той или иной платформе, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, это будет очень важно. Возможно, Яндекс.Дзен возьмет реванш у YouTube. Если вам было сегодня со мной интересно, вам понравился мой канал, я прошу поддержать меня лайками и подписками. Скажу по секрету, подписка на мой канал принесет тебе удачу в ближайшие 365 дней. И я не шучу. Ладно, всем пока-пока, до встречи в следующих видео.